Всем огромный привет, друзья! Как я уже давно обещала, сегодня на канале будет видеообзор на наши предыдущие переделки. Не на все, конечно, только на те, которые вызвали у вас наибольшую реакцию. Все проекты уже прошли достаточно длительное испытание временем. У кого-то это составил год, у кого-то уже 2, поэтому можно смело говорить о каких-то полученных результатах. Но прежде чем начинать, я хочу вас немного сориентировать по навигации. В этом видео я проставлю тайм-коды по проектам, и если вы перешли сюда с основного видео и вас не интересуют остальные наши переделки, нажимайте на тайм-код и вы посмотрите, что случилось с этим проектом, который вас заинтересовал через время. Если же вы здесь впервые и не понимаете, о чем я здесь глаголю, то основные ролики вы можете посмотреть по ссылкам, которые я ставлю по ходу просмотра вверху, по ходу просмотра ролика, и также в инфобоксе будут ссылочки на все проекты, которые я здесь буду озвучивать. Итак, начну с самой популярной моей работы. Это сумочка из пластмассовых крышек, которая вызвала бурную реакцию и у которой много просмотров. Для моего крошечного канала это просто сумасшедшие просмотры. Более миллиона 300 тысяч, по-моему, собрала эта сумочка просмотров. Ну и как результат такого большого количества просмотров, это ваша активная реакция. Причем реакция бурная и крайне противоположная. От полного восторга до полного неприятия и негодования. И если разбить негодующих дамочек по категориям, то наибольшей категорией будет группа людей, дамочек, которые не могли поверить никак, что я буду эту сумочку носить. Но, друзья, у меня так не получается. Работа ради работы, чтобы потом выбросить. Я делаю все, что я делаю на своем канале, все мои проекты. Я всеми проектами активно пользуюсь. К слову сказать, на создание этой сумки меня вдохновила сумочка Шарлотты из недавно просмотренного на то время сериала «И просто так». Можете, кстати, посмотреть, если это вам интересно. 3-я серия, минута 22. Так вот, когда я делала эту сумочку, я просто горела этой идеей и, естественно, с большим удовольствием относила весь прошлый сезон. Но в этом сезоне я носила ее меньше, так как в этом году были другие заботы. В основном я ходила с шопером, но весь прошлый сезон я активно пользовалась этой сумочкой. Итак, наконец-то смотрим результаты, а то я много говорю. Давайте посмотрим все-таки, что с ней случилось. Или не случилось. Многих еще смутил цвет сумки. Были сомнения, что она быстро вымажется. Но вот за 2 года довольно-таки активного использования она, как видите, чистая. Я ее не стирала в целях эксперимента. Ну, еще хочу сказать, что я уже говорила в том видео основном, что я люблю носить сумки на ремне, на плечевом ремне. И поэтому эту сумку я носила точно так же. Поэтому в основном я всегда ручки прятала вовнутрь. Поэтому они, как видите, у меня чистые. Они не успели вымазаться. Вот. Носила я всегда их вот таким вот образом. Ну, не всегда, но в основном, так как я любитель носить таким способом сумки. Ну и как видите, она немного загрязнилась. Вот, ну хотя даже дно, видите, чистое, абсолютно чистое. Вот она стояла вот на вот этих вот точках. Получилось, что она стояла на вот этих точках. Здесь можно заметить небольшие точечки грязи, но это же вы сами понимаете, что это абсолютно не критично. Ну, тут, конечно же, еще и важен человеческий фактор, потому что, например, я человек довольно аккуратный и отношусь аккуратно к вещам вне зависимости от их стоимости. Давайте посмотрим на небольшие деформации, которые произошли в процессе носки. На некоторых кольцах я недостаточно плотно намотала нитку, и нить сама уплотнилась, и образовались вот такие небольшие залысины. 3 залысины у меня такие есть здесь и на боковых кольцах. Вот здесь. И на второй стороне, где-то здесь, вот здесь. Есть такие небольшие залысинки. Но они не бросаются в глаза за счет того, что нить имеет белый цвет, кольца пластмассовые тоже белые. Ну, в принципе, при большом желании, наверное, я это и сделаю, когда будет свободное время.
Эти ниточки можно вернуть на место таким вот образом. И как-то или зафиксировать, или ничего не делать. И периодически просто их подтягивать. Некоторых еще смутила система шнурования внутреннего мешка, типа украдут кошелек. Ну, во-первых, вот он зажимается довольно-таки туго. И вору, если такой найдется, придется все-таки постараться растянуть этот мешок. И я, наверное, как-то все-таки услышу. Но это, во-первых, даже гипотетически. Но дело в том, что я живу в стране с низкой преступностью, хоть и страна наша тоже постсоветская, но мы уже давно забыли, кто такие карманники. Поэтому не считаю, что это является причиной для того, чтобы отказываться от сумок с открытым верхом. Такая система шнурования мне очень понравилась. Быстро затягивается, быстро открывается. В общем, все, что я люблю. Меня это устраивает полностью. Единственное, что я бы сейчас уже делала по-другому, это бы сделала немножечко выше, не знаю, может быть, сантиметра на 4, выше этот мешок внутренний. Потому что, когда его затягиваешь, он визуально уменьшается и немножко так проседает и смотрится немного несоразмерно относительно конструкции всей сумки. Вот единственное, что я бы сделала повыше этот чехол. Ну, в принципе, его можно и переделать, сшить новый. Но на это тоже нужно время. Ну, еще прозвучали такие претензии, назовем их мнениями, по поводу размеров этой сумочки. Мол, что сюда войдет? Сюда ничего не поместится. Ну, во-первых, я обыкновенная женщина, моя деятельность не предполагает ношение школьных тетрадей, бумаг формата А4, каких-то бухгалтерских отчетов, поэтому то, что мне нужно, у меня сюда помещается. Итак, давайте вместе с вами соберем эту сумочку, я пока покажу, что я ношу в ней. Итак, первое, что сюда отправляется, это кошелек. Кошелек у меня маленького размера. Большие кошельки уже давно свое отжили. Септик для рук. Это паспорт у меня. Небольшая косметичка с медициной и прочими гигиеническими средствами. Расческа. И телефон. Все это затягивается и прекрасно умещается. Вот все мои вещи, которые я использую независимо от формата сумки. Второй по популярности проект на нашем канале – это уличное кашпо для цветов или горшок, кому как удобнее называть. Оно собрало более 700 тысяч просмотров, и многие заинтересовались, что же с ним будет через определенное время. Прошел уже год, вы просили показать, показываю. Кашпо использовала полный сезон в прошлом году и в этом. Стояло оно на улице при различных погодных условиях, солнце, ливни, никуда его не убирало, никак не защищало. Осенью в прошлом году, пересадив в открытый грунт папоротник, само кашпо отправила пустым на хранение в сарай. Сарай у нас неотапливаемый, то есть кашпо хранилось практически в уличных условиях, единственное, что было защищено от снега. В итоге, как видите, вся мозаика на месте, ничего не отвалилось, фуга не растрескалась и не выпала. Весной я его омыла просто водой и высадила растения. И так как давно уже планировала видео с результатами, то в течение этого сезона за ним никак не ухаживала, даже не омывала от земли после весенней пересадки. Итак, давайте вместе с вами его омоем от грязи. У меня в ведре обыкновенная вода без каких-либо моющих средств. Беру щетку и влажной щеткой прохожусь по горшку, смываю загрязнение водой и, как видите, получаю практически идеальную чистоту. В принципе, почему практическую? Идеальную чистоту получаю. Еще многие интересовались папоротником. Как видите, в этом году я посадила здесь уже другое растение. Это цветок многолетник, который я планировала выкинуть, но вот решила посадить в этом году, пусть немножко еще поживет.
Значит, в прошлом году, в конце сентября или в начале октября, я уже не помню, я пересадила папоротник из кашпо в землю. После пересадки он прижился, но перенес, конечно же, болезненную пересадку. И этой весной тоже вышел довольно-таки болезненно, поэтому я его решила не трогать и посадила новое растение. А в следующем году думаю посадить какой-то яркий однолетник, например, петунью. Следующая наша переделка, которая живо вас интересует, это столешница из керамогранита. Этому проекту уже более 2 лет. Смотрим, что же с ней произошло. Огромнейшим плюсом этой столешницы является то, что она очень легка и проста в уходе и не идет ни в какое сравнение со столешницей из постформинга, которая у нас, такая столешница у нас установлена в квартире. С этой столешницей обыкновенной, влажной губкой или салфеткой легко убираются любые загрязнения, в том числе и жир. Не требуются никакие моющие или антижир. Также на ней не накапливается нагар. То есть, что я имею в виду? На столешнице из постформинга, как я бы тщательно не протирала, все равно со временем на всей поверхности, особенно не так часто используемые, где-то в уголках, скапливаются остаточные жировые отложения, и периодически приходится прикладывать много усилий с использованием и моющих, и жестких губок, чтобы придать этой поверхности чистоту. Здесь же не приходится с этим заморачиваться, протер и все как новенькое. Это просто очень большой, просто жирный плюс столешницы из керамогранита. Ну, еще большим плюсом этой столешницы является то, что можно смело на нее ставить горячие предметы прямо с плиты, с ней ничего не произойдет. Ну а к маленьким минусам можно отнести более громкий звук от соприкосновения с предметами, особенно стеклянными, металлическими. Вначале это немного резало слух, было довольно-таки непривычно, но теперь мы уже привыкли и не замечаем абсолютно никакой разницы. Некоторые зрители засомневались в прочности керамогранита и говорили, что ну уж точно-то отбивные я не смогу на ней сделать, столешница не выдержит и тут же надвое расколется. Ну, во-первых, для того, чтобы приготовить пищу, я использую разделочные доски, никогда не готовлю на столешнице, потому что по меньшей мере это не гигиенично. Но все-таки для любопытствующих я продемонстрирую, насколько может быть прочным керамогранит на столешнице. Для чистоты эксперимента я не буду использовать разделочные доски. Отбивную я, конечно, тоже не буду делать. Я просто ударю молотком по столешнице. Молоток у меня металлический, просто это пластик сверху. Итак, смотрим. Но мне кажется, достаточно эксперимента. Как видите, все целое, ничего не развалилось, не раскололось. Но это свойство именно керамогранита. Не делайте такого с плиткой. На всех этапах по изготовлению этой столешницы я была уверена в правильности наших действий, кроме одного. Были сомнения по поводу надежности крепления кромки. Клей этот на тот момент мы ее использовали впервые и не знали, как он себя поведет через время, насколько он будет надежен и прочен. Прошло уже 2 года, и кромка, слава богу, держится прочно, от столешницы не отошла. Этот момент меня очень беспокоил на этапе монтажа. Зазор между кромкой и керамогранитом, как видите, не увеличился. Мы старались распределять клей между кромкой и гранитом так, чтобы не образовывалось пустот. И, соответственно, вот через время можете видеть, что между ними не скапливается грязь и не образуется никакого грязного налета.
Ну и коль уж мы с вами зашли на нашу кухню, покажу вам заодно еще один наш проект, который вызвал вашу бурную реакцию. Покажу наш мозаичный столик в интерьере именно нашей кухни. И как видите, валан, который вызывает раздражение у многих, на месте. Я его не снимала. Мне с ним гораздо уютнее и комфортнее. Поверьте, мне хватает прямых и скучных поверхностей в нашей городской квартире. Мне еще нравится, как оттенки мозаика стола перекликаются в тональности с цветом обоев и стульев. На мой взгляд, все смотрится уютно и гармонично. Стулья – это еще одна наша переделка. Что по ним можно сказать? Служат исправно. Единственное, что когда мы их переделывали, то склеивали два слоя поролона между собой, и не дождавшись полного высыхания клея, муж сел на стул, и поролон в тех местах, где клей был нанесен в большем количестве, склеился и образовались небольшие ямки. Но это, в принципе, не критично. Ну, еще один момент, который можно озвучить, это то, что со временем прямые края сидушки немного обмякли, если можно так сказать, но это произошло за счет того, что я использовала не мебельный поролон. Он по сравнению с мебельным, тот, который я использовала, имеет недостаточную плотность и упругость. Но тут, конечно же, стоит выбирать между мебельным и обыкновенным, в зависимости от толщины вашего кошелька. Мебельный поролон стоит гораздо дороже, и, впрочем, его, допустим, в нашей стране, в нашем городе найти достаточно сложно. Но, опять-таки, для нас это не критично. В любом случае, все можно переделать в любой момент. Ну и последняя работа, которую я хочу вам сегодня показать, это ваза из веток фруктовых деревьев. Ну, впрочем, здесь особо не о чем говорить. Как видите, она жива и здорова. Цвет обработанных веток не изменился, как и цвет патали, которая, к слову сказать, многим не понравилась. Но я с этим категорически не согласна, потому что вот с этими веточками она стоит у меня в большинстве своем времени. И на этом темном комоде, на фоне довольно-таки монотонных обоев, она смотрится довольно-таки ярким пятном, который приковывает к себе взгляд. Друзья, я думаю, что я ответила на все ваши вопросы. Если же что-то упустила, пишите, спрашивайте в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Мы будем стараться выкладывать видео регулярно, хотя у нас с этим сейчас небольшая проблема, так как мы затеяли большой ремонт дома, меняем самостоятельно своими руками крышу, хотим поменять окна, обшить дом. Но, к сожалению, не получается снимать этот процесс, да и вас это, как я уже поняла со статистики, не очень интересует. И все-таки не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео, хоть и на канале будет небольшой перерыв. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока, творческих успехов, мы еще увидимся.